А что это было? Фу, ёшкин кот, приснится ж такое. Мама дорогая. Алло, баб Катя, вам тоже такие сны снятся? Лежишь, ничего не делаешь, бац, ты по Абу-Даби идешь. Короче, все зелено, верблюды гуляют. Эх ты, все, целую. И пусть вам снятся только хорошие сны. Ага. Ты поняла? Ты шо? Марат? Тебе сны снятся? Блин, что-то последнее время чересчур часто и хрень вся. Не, да? Ну тогда смотри, мои у меня хорошие. Друзья, всем привет. С вами Детский Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Всем шалом. Таки да. Марат. Что тебе приснилось? Картина маслом. Давай, Да? показывай. Что, ты увидишь в начале видео. Да? Да. Это я такой чудеса монтажа, чтобы ты понимал. Визуализировал, Марат. Да. Он визуализировал. Ой, что за горшок Там- у вас новый? Какой? Шикарный, да? В Абу-Даби в гости Сережа зовут. начинает В Абу-Даби? На верблюдах покататься. Так, чисто на 2 дня туда-обратно. На верблюдах можно и в Израиле. Ну, поехали через Израиль в Абу-Даби. Она вообще в Грузии хочет. А я говорю, что это не по пути? Грузия, Израиль, Абу-Даби домой. На Ну, правильно? верблюдах. Я хочу в романтическое, Идет как- путешествие, Марат. Да. Мы вчера поняли, чтобы надо съездить в романтическое путешествие. Ну да. Вдвоем. Собака лает, караван идет, так Стоп, говорят. не, я вижу, что Марат не понимает, но я хочу, чтобы ты понимал, поэтому я уже созрел тебе таки показать. Короче, я вот вчера что-то сделал, Это то сало с привоза, с базара? таки да. Я хочу, чтобы ты немножечко уже пришел чуть-чуть в себя и красиво таки попробовал. Давай. Даже я сказать- попробую. И ты? Да. Катя, подожди, так я же не подготовился. Слушай, чтобы это все было красиво и нагоняло аппетит. Может, нас люди смотрят, которые не имеют аппетита. Люк, не гавкай, хватит всем. Да не трогай ты ту собаку! Катя, вот когда я говорю хватит всем, все понимают. Ой, а где вы колораби взяли? Это она хотела, чтобы ты ей салат приготовил. А я говорю, ты не умеешь. Обалдеть, как я его люблю. Приготовишь? А я ему говорила, 2 возьми. Вот мог бы вас угостить. Катя, то слишком дорого даже для моей любви для тебе. Елки-то-палки, Согласна. ты что? Марат, как дороже манго. Конечно, приготовим, только, наверное, не сегодня, потому что много работы. Мелкий такой, но много. Моторику развивает. Да. начинайте Ладно, уже. смотри. Вот Давай, скажите, чтобы это все было красиво. Пока Что? ты готовишься, скажите хоть людям, что вы готовить собрались. Что мы готовим, кстати? Ой, у нас сегодня такое блатное заливное будет, такое с красноватым оттенком. Когда-то удивлял девчонок молодых. Вот увидел вот эти розеточки и вспомнил. А ты за старая, елки ты палки. Ой, а мне там столько рецептов кексов прислали, Марат. Я буду печь. Давай, пеки. Ты пеки, а мы будем... Слышите, мы там ходим по новому рынку, а Сережа монтирует видео. И я там говорю, спасибо всем, кто прислал рецепты. Я сегодня обязательно испеку. Он ко мне заходит и говорит, который час? Говорит, без четверти 12. полночь. Говорит, ты, у тебя, говорит, еще 15 минут, говорит, успеть. Я говорю, ты успеешь. Эх ты. Так, ладно, вернемся к салу. Что, не, я хочу, чтобы было. Я хочу, чтобы ты оставил чуть-чуть зеленушки вот этой на украшение, потому что я забыл петрушечку. А лучок тоже подойдет. Смотрите, я хочу вам сделать приятно. Для этого вы мне должны сейчас чуть-чуть не мешать. Что, Иначе выйти, что ли? Пойдем отсюда. По огороду погуляем, да? Иначе я позвоню сейчас бабе Кате, и вы будете иметь что слушать. Правильно? Смотри, что для счастья надо, Марат. Хлебушек. Вот чисто чуть-чуть. Вот так вот. Это тебе нам, это тебе тоже нам. Боюсь спросить, тут чесночок есть? В сале? Да. Или Я бы его назвал любовью. Понял. Марат, а вы пока пойдите, пожалуйста, возьмите вот то белое ведро. Смотри, Такое, которое под Большое, да, морковкой. да. Там Джессика Тамара. я сейчас наполовину прямо врежу. Смотри, чтобы ты понимал, оно после морозилочки. Мама дорогая. Марат, целый день вчера. А ну-ка варил. понюхай. О, Я его гонял на паровой бане, обалдеть. чтобы ты понимал. Сказать, что долго, это то вообще ничего не сказать. Я просто аккуратно, как ты говорил, Слушай, зачем минимум. мы вот это сейчас будем изгаляться? Давай поедем в сало. Сейчас бежи. Марат, я хочу, чтобы это было, Красиво. ну, красиво. Знаешь, это, как сказать, это как перед регатой хорошо дунуть, понял? Ага. Все, ты ж по-другому плывешь. Елки-палки. Что сделать?
дунуть в паруса. Что я слушаю? Открывайте, Марат. А у тебя что, опять что-то дурное в голове? Нет, просто я переспросила. Смотри, Марат, я только что придумал, я даже не знаю что. Но это по-любому должны попробовать девочки. Есть бастурма, тоже из мяса. А вот есть Ну, красиво. что-то, вышло, но из сала. Да, это, я представляю, как это вкусно сейчас будет. А вот это я хочу, чтобы ты попробовал. Катенька, ну-ка отойдите. Причем оно замороженное. Прямо плывет этот нож у тебя. Слушай, я что хотел сказать? Это же, вот если бы закрытыми глазами, я бы подумал, что это палтус. Видишь? Смотри. Вот это вот тебе, Марат. Мне без хлеба. Катюша, А. смотри. Да. В нашем конкурсе участвуют только пьющие люди. Правильно? Я тебя не обидел, не переживай. Те, кто ест хлеб. Не переживай. Идите сюда. У меня для тебя есть тоже заготовочка. Чтоб ты была здорова. Сереженька, Это касается всех людей, которые тоже, как моя Катя. Кроме кефира в рот ничего. что ты мне сейчас какую-то гадость предложишь, да? Катюша, как же это можно назвать гадостью, если мы хотим сделать все по традиции? Возьми вот здесь вот еще огурчик для традиции от Джессики Тамаровны, пожалуйста. Катюша, Давай. возьми-ка ты сама, ты же хозяйка. Мне доктор что сказал, что мне нельзя Что? Холодная. пить Да. из мелкой посуды. Поэтому я себе тоже приготовил. Так, чисто аккуратненько. Марат, ты не смейся, а Катя, ты не ругайся. Дрофа моя любимая. Сереж, ну тебе нельзя холодная. Она не холодная. Катя! сейчас на улице 10 Марат, градусов. вы его будете лечить? Ты посмотри сюда. Вот вы мне скажите, вы? Не, ну сейчас действительно не Ну холодная. я вот вам действительно говорю, посмотрите, ну можно вынести, что ты туда лицо засунешь? Я ему помогу. Тоже засунешь? Это нам, Нате вам огурец это нам на двоих. от Джессики Тамаровны. Катюша, А. курочка, не ругайся. Боже, это кто? Подснежники? Да, родненький, да. Ай, как приятно. Это где они Они росли? уже у нас в огороде. Ты понял? На, Катюша, да. А ландыши у вас есть там? Для тебя. Держи. Ландыши будут, спасибо. Держи, никуда не уходи. Артем мне рассказал. Марат, без меня не пей, я скоро буду. А вы Артем мне говорите. рассказал, что у них тоже эти тюльпаны распустились. Распустились? Ну да, он сказал, поднялись. Эй, и- стартанули это называется. Или стартанули, как это, представляешь? Такая теплынь, что они переживают, что если ударят морозы, не дай бог, то все, хана. Куда он побежал? А откуда знаю, что у твоего мужа в голове? Люк, куда он побежал, мой хороший? Ты не знаешь? И я не знаю. Вот что не сделаешь ради Кати, чтобы она не ругалась? Не, я хочу, Марат, чтобы это было на приз зрительских симпатий. Ну, блин, это красиво. Ну, а какой из них? А где Ну, красный? а тот мы уже показывали. Вот теперь два вот эти вот расцвело. Ну, это Там такой еще, нежный, прям нежный. а он другой, Сама ты нежность, видишь? да. Посмотрите, какая форма цветка. Я все время забываю, как они называются. Амарилиусы. Амариль. Там нету буквы У. Амарилис? Не знаю, я их всегда любил как амарилиусы. Ну, это обалдеть, конечно. Один розовый, а второй тоже, слава богу. Ты понимаешь? Красавцы, да? Ну все, Марат, закусывай, Катя нюхает цветы. Отрежь кусочек. По мамки традиции, мне чтобы сала, получилось, пожалуйста. Марат. Что? Да поставь ты эту вазу. Катя, я работал 20 лет в ресторане. Тебя когда в магазине, ваза, да? тебя обдурили. Ну, конечно, Нет, ваза. это бокал. Не фужер, это бокал. Катенька, кусочек сала. Солнышко, а что я должен сделать еще, чтобы ты вела себя по-дамски? Это как? Ну, цветы дал понюхать, другие вынес. Марат, твое здоровье. Ребята, не ругайтесь, если будет вам Марат, оно, счастье. я не знаю, это просто Всем тает. здоровья. Сейчас Фу. Шкурка меня интересует. Сейчас говорю, блин, как вкусно. Получилось? Обалдеть. Половину маме, а половину надо девочкам вернуть на киевский, сказать, что не пригодилось.
Сказать, девочки, вы дали невкусно, оно мне не понравилось. Сереж, ну что ты вот это делаешь, а? Ну тебе же лечиться надо. По губам текло, а в рот не попало. Возьмите огурчик Джессики Тамаровны, так, чтобы вы уже окончательно потеряли голову. Вкусно? Серега, это обалдеть. На здоровье. Так вот всем в Израиле передай. Тебе сало кусочек домой отрезать. А как ты думаешь? Я понял. Тут главное не перепутать. Ну, короче, смотри, вот это вот я девочкам верну. Вот это тебе и маме. Ну, еще, может, Мне Катеньке можно оставлю. совсем маленький кусочек. Смотри, я готов на все, кроме этих огурчиков. Вчера Катя меня еле отбила дубиной, палкой, сказала, Сережа, оставь Марату попробовать, и все. Это фантастика. Это не фантастика. Вместе с кусочком сала, пару огурчиков. Это Джессика Тамаровна. Ты, Даже ты имеешь капусточки счастье, дам. ты имеешь счастье не доесть его и забрать с собой. Все. Начинаем что-нибудь делать? Конечно, я что коза. Сало я сейчас уберу, но я его хотел заморозить, не получилось. Почему? Не мерзнет. Блин, не знаю, я вынес, оно вроде ты бы его пробовал? дубовое. Оно прямо тает. Масло? Да. Да. Ну, Масло масляное. Во-первых, оно в сыром исполнении было хорошее. Ты его пробовал сырым, я видел. Да, это было очень вкусно. Все, я ему сделал в пленочке пищевую паровую баню. Меня интересует момент спайси. Присутствует? Да, Очень. Все, у меня получилось. Так, это вот У тебя сюда. получилось просто великолепно. Запомни этот рецепт. Марат. Будем делать только так. Он намазал его всем, Люк. что у него было, Марат. Катя, это так вот выглядит со Я не стороны. знаю, чем он мазал, но получилось великолепно. Люк, нельзя, смотри. Это так вот выглядит со стороны. А на самом деле, там что Менделеев в голове, ты понимаешь? Все, граммовочка, время, подача. С той стороны, с другой стороны. А смотришь вот так вот со стороны, когда человек не имеет никакого отношения, понимаешь, к шедеврам. Для него это что-то непонятное. Просто потрясающее сало. Да? Говори, с чего начинаем? Начинаем. Рыбы? Рыба. Ага, меня больше вот такой момент. Скажи, нас не надурили, это точно треска. Потому что, как Очень по мне, похоже, так это хек, минтай, это что угодно. Не, вообще-то на мелкую треску похоже. Это совершенно точно. Что еще, мыть? А почему с рыбы? Вы сказали же, вам что-то там варить надо. Вот рыбу и варить надо, а и желатин сейчас сразу запарим. Какие они красивые, ёшкин Я бы- кот. Что? Отрезал вот это вот твоими любимыми ножничками, вот это вот все. Марат, ты говоришь, что делать, а я... Ты, чтобы нам потом это не перебирать, А я как этот, как в синагоге сейчас. Чик-чирик-чик-чирик. Да, обрезание. Только вы меня остановите, да. Катюша, скажи мне, а сколько у нас подписчиков в Инстаграме? 7100. 7100? А, нет. 71 тысяча, по-моему. Скорее это будет правильно. 70 100. О! А хочешь, чтобы было больше? Да, очень. Ну так сними что-то в Инстаграм. А у меня... А вы А, знаете, ну сейчас. Ну, говорите. надо там прям в доме поставить тройку яиц сварить. Потому что у нас тут будет занято. Маратик, вот так вот? Это прямо какой-то шедевр, а не рыба. Ну и пахнет по-богатому, понял? Хотя стоит не очень. Что? Мы ее будем разбирать на меленькие части, поэтому можешь Ну, помытый я все равно должен на три изнутри. части спокойно разбирать. Хорошо. Скажите Хвостик мне, тоже обрезать. а есть треска, а есть черная треска? Есть, да, трески есть много разновидностей. Да, а черная это прям... Есть треска, которая правословая, начинается с 45 килограмм, только самая маленькая. И идет выше, там, до Ничего себе, 90, вот до такая 100 вот, килограмм. да? Да, есть огромные. Да, Катюшка? Что, в рот не влезет здесь такие? Где вы взяли? Треску? Ты что, не знаешь? Вот там, где котлеты и пюре. А ты, кстати, кушал на новом рынке? Да, конечно, я Домашняя вкусная еда. очень вкусно. Чтоб ты был здоров. Спасибо большое. У вас не было наготовлено, Да Марат? это не нам, это тем девочкам. Нет, у меня не было наготовлено, я как раз поспал часок, проснулся, подогрел и съел. Да блин, не могу налюбоваться. Вот что природа делает с красотой, а? Но надо эту красоту куда-то переставлять. Пусть назад несет. Не, я занесу ее в дом.
А пока я не ушел, я хочу рассказать одну историю. Что ты смеешься? Ты знаешь, что такое альтернатива? Нет? Вот так и маленький Изя тоже не знал. Приходит к дедушке и говорит: дедушка, а что такое альтернатива? А дед такой: о, Изя, это страшное слово для неумных людей. Но будем надеяться, что тебе оно не пригодится. Но я тебе расскажу одну историю. Короче, это когда, говорит, у тебя есть яичко, а ты его не скушал, а вылупил из него цыпленка. И этого цыпленка немножечко ты его покормил. Он тебе дал еще одно яичко. И у тебя уже и яичко, и цыпленок, понимаешь? А если ты не торопишься жить и хочешь жить вечно, чтобы за тебя еще люди хорошо говорили, ты начинаешь эти яички и курочки приумножать. Год, второй, третий, и у тебя уже птицефабрика. Твои курочки, твои яички лежат по магазинам, в дорогих ресторанах их жарят. Да. И дед такой думает: вот это я рассказываю. Ну и продолжай дальше. Все хорошо. Уже одна, вторая, третья птицефабрика, уже там с видом на море, все нормально, порядок. У тебя уже деньги рекой, не один счет в банке, уже не два. Я уже сам запутался, но их много. Ты уже подумываешь про хороший домик где-то в Тель-Авиве. Угу. Туда и сюда, и короче. И просто каждое утро ты встаешь, а на душе у тебя просто, не знаю, ну ты и счастье, вы на одной волне, короче, такой раз, два, три, стабильность, бла-бла-бла. Девочки на тебя заглядываются, короче, тебе там звонят со всех сторон, все хотят тебя видеть. И тут, в одно прекрасное утро, когда ты думал, что вот это счастье, бриз под мышками, хорошо, так то оказалось Титаник. Угу. Дождь, ураган, ветер, наводнение. И вся твоя птицеферма, все твои курочки утонули. И Изя такой спрашивает: дед, так а что такое альтернатива? Утки. Первый раз слышу такой длинный анекдот про евреев. Утки! Катюша, открой мне дверь. Я не могу. Я открою. Смотри на собаку. Гуси тоже альтернатива. Утки. Вот красавец. Марат, посмотрите на него. А расплылись щеки. Да вообще просто. Так главное, он спал, а вы пошли, он приоткрыл глаз, потом следующий, потом опять закрыл. Рыбку на 3 части ставим варить. Марат, насколько она должна быть маленькой? Ну, чтоб рыбка поместилась, Сережа. Чуть больше, чем эти ковшики. Тебе, кстати, не надо? Марат, канолевые? 60 копеек пищевые. Тебе и маме. Хорошо. Лишним не будет. Понял. Ну, Вот такая? давай такую только, не набирай ее полную, естественно. Чуть-чуть? Да, нам надо, чтобы бульончик был крутым. Ну, рыбненький. Хорошо, мы так и сделаем. Так, вода есть? Газ самое главное есть? Есть. Ха! Конечно, он у нас не переводится, Марат. Как, шо у тебя шаланды полные кефали? Шо? Ее надо резать или как? Да, чтобы быстрее сварилось и удобнее потом разбирать на 3 части. Просто вот так. А, я думал, мы сразу будем разбирать. Потом легче будет варить. Давай на 4. Давай на 4. Ни туда, ни сюда, ни тебе, ни мне. Не, ну посмотри. Может, все-таки... В этом что-то такие Треска? есть. Ничего не Это кладем. треска по-любому. Ничего не кладем. Никто в Одессе никогда. Чуть-чуть соли добавить можно. Возьми. Добавляю. Даже чтобы быстрее было, у меня есть по этому поводу. Анекдот. Про альтернативу. Крышка. А что, у тебя нету крышки? На эту кастрюлю? Да. Нет, только анекдот. Ну, анекдот так анекдот. Короче, муж жене говорит: слышишь, Галя, ты вчера, говорит, так напилась, говорит, ну надралась, говорит, просто, говорит, в усмерть. И вела, говорит, себя так, что это царица, короче, говорит. Вот то, это не то, этот, короче, ну, неподобающим образом. А она ему говорит: слышь, Вась, так я и не пила вчера, говно ты вонючее. Катя, иди покорми детей. Ты меня стесняешь, я не могу даже анекдот другу рассказать нормально. Ты идешь варить там яички и брать себе теплую воду для желатина или какую там воду? Да, я сейчас наведу порядок и что? Что? Тебе, короче, надо горячая вода с чайника?
И, Да, ты, да. и 3 вареных вкрутую яйца? Да. Катя, идем. Я знаю, что делать с яйцами. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Рыбку не перевариваем, ребят. 15 минут это максимум. Переваренная рыба будет невкусная. Я всегда думала, заливное готовят только из чего-то жирного. Ой, Катенька, это такое заливное, блатное. Да? Да, Для девочек. да. Яйца собственной персоной. Что, опа, вот сюда. Так, микрофон поближе. Что вы тут делали без меня? Рыбку обсуждали. А, обсасывали? Да, Ага, и что? Мягенькая, без костей. Юность не молода. Баба Джессика Катя тоже, Тамаровна. да. Запела. Что мы будем делать? А маслин сколько наготовил. Так, яйца под холодную воду. Маслин надо совсем. Катенька, а ну-ка сделай доброе дело отсюда ненадолго. До свидания. Там маслины, оливки маринованные. Вот зелененький. Какие хочешь, в ассортименте я тебе поэтому и приготовил. Есть же еще вот такие. Это же вообще каламантра. Ну вон есть же открытые, зачем все Каламата. открывать? Эти будут у тебя храниться хорошо. Вот эти? Ну да. Хотя, Или они уже открытые? я их открыл уже еще на предыдущем рецепте. Ну тогда на здоровье. Рекомендую тебе попробовать. Катенька, Да, Марат. Или грамм так тут 50 рассола. косточки не нужны, не хочешь их обсосать? Нет, Марат. Так, хорошо. Ты знаешь, сколько им лет? Нет. Мы сами не знаем. Поэтому готовы. Это как раритет будет. Ну, так попробуйте, нормальные. А что с ними будет вообще? С ними ничего. Я тоже так думаю. Они ж вот в той тройке. Мед, сало и оливки. Никогда ничего. Даже если хочешь постараться, надо, ничего не получится. Вот все. Поняла? Они еще и маслом. Во. Золотые слова. Что ты говоришь, томатный сок нужен? Ага. А вот тот рассол Джессики Тамаровны, что у нас немножко остался, ты говоришь, Это под закуску только. договорились. У меня есть и то, и другое. Ну, давай сделаем, как ты любишь. Так, на Ибице бармены предлагают людям коктейля бахнуть. Ах ты что? А вкуснячие, ой-ё. Опа, ча. Опа, ча. Да, отвернись, у меня тут фокусы. Чтоб посуду не побить. Так. Сережа, Я твой, Сережа, что? замочи, пожалуйста, желатин. Первым делом. С удовольствием. Как это? Первее, чем даже я налью Катюне сок? Да, Катюня потерпит. Я думаю, Кто вам она... такое сказал? Марат? Она-то потерпит, но она тебе такого не простит. Мадам, Ой, ну ты прям уже... только ты не так, как вчера. А как я вчера? Ты же будешь говорить, а я вчера и не пила, холоп вонючий. Что? Пей до дна, пей до дна, пей до дна. А, желатин. Иди, извинись перед нашими детьми. Чего? Скажи, что сок я ей налью попозже, потому что есть такой Марат Джан, который, несмотря ни на что, Они сидят, ждут там, кстати. Марат, там дети, умирают с голоду. Не налей детям, Синие, дети это святое. полузеленые голодные дети. А тебе первым делом развести желатин. Не стыдно? Смотри, вот эта пачка разводится на 0,7 воды. А ты разведи на 0,5. Кстати, Даже меньше. я только что придумал, я когда говорю 0,7, так во мне сразу... А вы рыбку не А хотите? если пиво подогреть и с желатином развести, это получится вкусный мужской десерт? Пиво застынет? Сережа, Ладно. Вижу, не одобряешь. А на самом деле? Такие... О, ты видишь, даже Катюшка уже поддерживает. Кубики. Короче, здесь 350 миллилитров воды. Я, Мара, делаю тебе концентрат. меньше даже, меньше. Очень, очень мне нужен сильный Все, концентрат. 300 миллиграмм воды тебе сделал. Да. 300. Все, Что, мы будем есть желатин? Катя, да. будет такой концентрат, что мы бы даже нет-нет, да будем покусывать. Я тебе говорю. Как станет колом. Это не вредно, Марат. Нет, Абсолютно. это ж коллаген. Поняла?
Потом раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И никакого хруста, и никакого треска. Я тебе вчера Сел, показала пристал, упражнение, которое надо показал. делать. Марат, он уже дубеет. Отлично, тут дубеет. Хочешь, я для тебя вторую пачку всыплю? Не надо. Эх ты. Дай Шо- посмотреть. А что ты принес? Хрен? Хрен белый, да. Прямо сильно белый. Это для соуса. Что еще и Все, соус? оставь его. Что делать? Я думаю, можешь и вторую пачку бахнуть. Ну ты что, смеешься? Марат, я потом не врежу это Ну, даже, давай подождем пару минут. даже Но вы думаете, бензопилой. он вам сейчас молниеносно застынет, Марат? У них в Израиле сразу. Я просто этот желатин... В полете. Я где-то стакан на ложку желатина. Тут была ложка желатина, я не видел. Да. Да, 1,5. Ну, 15 грамм, Я все знают. стаканом ее всего заливал. Только я не уверена Воды. насчет горячей воды. Что ты делаешь? Помешиваю, Сережа. Мне Хотя нравится. я уже Всё, помешал. оставьте, пусть Не стоит. волнуй его, он должен уже успокоиться и начать Хорошо, выключайте. стягиваться. Нет, у меня запипикает. Что дальше? А что ты раскомандовалась? А я же выпила вот того сока. Ай, Команда. я понял. Командный сок убирай. Пойду детям предложу, пусть тоже чуть-чуть 3 поборзеют. минуты и выключаем. Хорошо, сейчас. Елисейке наверх надо отнести, он пошел учиться. Не, давай сама. Ну ты занеси, чтобы чуть-чуть погрелся. Ты не понимаешь, какое важное дело у меня есть. Катя, ты посмотри на эту солнечную погоду. Ты что? Баб Катя, Синички где? у вас на привозе что, то же самое? Еще лучше? Пипец. Все, стираем хотела плавки, спросить, достаем, да. А вы видели Пригодятся. скворечники, но вы видели. Ты видишь, Скворечники, какая вы жара? что, не повесили скворечники? Думаем, куда. Понятно. Серьезно. Планируем бизнес-план. Головная боль очередная, да, Серега? Люк, спи, солнышко. Отдыхай. Хочу на шпагат сесть, просто не Он знаю хочет как. всем показать, какие у него красивые желтые шерстяные носки, Марат. На носки уже все видели, по-моему. Херсон, благодарочка. Смотри, век на лодке не кататься. Вопрос к знатокам. Что Ну, это? вот это я, наверное, судя по тому, что вот какой там шнек, я догадался, наверное, но я таких никогда не видел, Марат. Это, наверное, все-таки перчик гонять, понял? Специи? Да, вот это для специй, да? Шикарные, да? Вот это вот, Орех. я не знаю, что Сыр. это. Орех, чеснок, что это? Сыр, Сыр? да. Чтоб ты был здоров. А куда вставлять, Марат? Вот сюда сыр вставляется, отсюда он И выходит. трется. А что ты не помыл ее? Не успел еще? Только ж посылка приехала. Обалдеть. Димон, спасибо огромное, доехала, все, аж бегом. Смотри, вот это мельница ручная МРМ-3 для какого-то мака. Как для какого? А я думаю, для чего это? Я таких никогда не видел. Смотри, какое узенькое. Бачишь? И здесь. А вот это вот регулируется. Это Видишь? вот на кутю, в пироги. Знаете, когда надо мак перетереть, Марат? Офигеть. Всё. И разный помол можно делать. Можно вообще, я уже думал, не знаю, может там лапшу Я в домашнюю. кексы добавлю Марк. Ты поняла? У нее один валик с сечкой, другой гладкий полностью. Все, а я читал. Походу не дочитал. А это для мака. Уникальные вещи. Точно. Раритет таких на барахолке даже нет. Ёшкин Это ты вообще кот. как новое, блин. Давай. Это вот сюда уберем. И какое-то прямо аж сильно дизайнерское решение, ты понял? Вот этим регулируется Тоже помол, да? помол, да. Полки Ты делаешь пластик, больше-меньше. А вот я вижу, оно внутри там, да. Вот видишь, кошник? Что такое шнек? Ну вот, как тебе сказать? что крутится? Да, вот то, шнек. Слышишь? Ну не надо тебе сюда это ставить. Или ты хочешь что-то помолоть? Юность юная, молодая. Все. Выключаем. Рыбка готова? Рыбка готова. А я чуть-чуть попробую перчик помолоть. Вам нужен перчик, Марат? По рецепту? Домой. По рецепту. Можно. Нет.
как ни странно. Точно, что как ни странно. И все такое прямо сильно красивое. Хватит этой толщины. Не успел перемолоть? Миланя смотрит в окно, говорит, оно вам не надо, идите меня спать укладывайте. Катя, мы думали, ты уже не вернешься. Я уже 2 килограмма перца перемолол, рыбу перечистили, яйца уже чуть ли не высидели, блин. Сок не допили. Покажи, что получилось. Такое себе. Смотри. Марат. Шикарно. Блин, нифига себе. А помол какой мелкий. Ты бачишь? И что, вы не чихнете, Марат? Не, я же его в нос себе как табак не засовывал. Слушай, то он от сюрстрёминга не рыгал. Ты думаешь, он будет от перца чихать? Катя, не на того нарвались. Пойдете? Пойдете. Домой занесу. Буду с перцем играться. Хотя Альберт звонил. Ину выписывают. Да. Да что, ничего удивительного. Человек родил, значит, его будут выписывать? Он хотел, чтобы мы поприсутствовали. Как ты наверное. мелко плаваешь. Да, логика у тебя не дать не взять. Мгм. Родила 2 дня и домой. Да. Но как? С цветами, с шарами. Ой. Армяне. Инна такая выходит. И они, перед одна. Альберт, на, подержи. Бабах, трах-бах. Инночка, тебе когда можно будет считать, что бокал у тебя уже Ей есть? уже можно, Сереженька. Родненькая моя. Ты что? Как это уже можно? Она же кормящая. Ну, глоток пива, как Сережа делает, можно? Ну, если такой глоток, то да. Мы будем готовить то, что мы Давай. готовим? Я вот тоже хотела спросить, будете вы готовить то, что вы придумали? Ага. Ты так долго укладывая ребенка, что мы уже почти забыли, что мы придумали. Что? И надо куда-то перелить половину вот этого бульончика, который мы процедили ребятам. Отлить? Да, А зачем? отлить. Потому что мы его будем... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как куда? Тазик, он этот пищевой, ковшик, канолевый. Короче, там у Марата такой шахер-махер с этим. Вообще не понимаю, сколько его надо добавлять, но Я, будем на глаз. тот человек, который здесь присутствует, не то чтобы сразу, я до сих пор не понял, что он там имел в виду. Так что, ребята, я понимаю. Сереженька, да Шо? ты половину Еще пролил. чуть-чуть даже. Вот так вот? Да. Все. Ковшик этот сюда. Ну, что дальше? Томатный сок. Куда? Сюда. Сюда же? Да. Чтоб ты был здоров. Чуть Ничего меньше, себе. чем здесь бульона. А ну подожди, дай пока лопуцаю. Пока нам тут. Ты вилка и ложка есть? Можешь мне стаканчик налить? Не уверен, что я на такое способен. Ну попробуй, чуть-чуть тебе дам. Так что ты его хлебаешь, оно же не горячее. Шикардос. Скажешь, когда хватит. Хватит. Ставим на огонь. Ты мне напоминаешь мою Катю сегодня, когда она Бросаем немножко оливочек, чтобы придать С вкусу. косточками, да, нормально? С косточки мы их достанем потом. Ну так я договорю, у меня наболевшая. Договорись. Ты напоминаешь мне мою Катю, когда она сегодня готовила детям обед. А говорит, принеси мне горошек, я принес. Только закрывает дверь и проходит минутка, меньше. А говорит, так, 1 морковка, как 3 картошки. Ну я почистил, отдаю. А сам себе понимаю, ну уже прямо аж до слез. Вышел, думаю, нет, пойду на опережение. Говорю, Катя, говорю, ты можешь мне весь рецепт задиктовать? Она говорит, тогда еще одну цибулину. Я еще цибулю, смеялись все Первая даже была дети. терка. А, еще перед этим была терка для капусты. Но я уже когда 3 раза сбегал, говорю, ты Ну, можешь, суп получился? ты можешь, не знаю, дети съели, Это слава богу. было рагу. Рагу, тем более. Съели. Весь рецепт Прекрасно. одновременно. Давай помешивать можно. Ну, я возьму деревянную. Возьми. Ты знаешь, что у меня в руках? Ложка. Не просто мечта любого профессионального, как я, рыбака. Да я за такую все детство мечтал. Не было, не попадалось мне такие вот на моем жизненном пути. Елки ты палки.
Это ж вот так вот обрезал, дырка. Ой-ой-ой, там блесна, здесь крючок. Фу, фу. Это таких размеров карась, ты представляешь? Он что, против течения, что по имеешь в течению? виду, Это блесна, да. но В виде большая. карась, да. Очень большая. Так, о, ты видел, как у щуки рот открывается? Да не, ну все равно большая. Марат, Да? ты смешной. Нереальная штука, просто. Но она вот так вот вращается, что ж бурны вот так вот Ну, идут, когда ты вот крутишь. тут дырочки, да? Делать надо. Дырочка, да. Сюда здесь вертлюжок. Я Пристегиваешь. видел такие, да. Да. Их так и называют Тросик. ложка. Да, такие есть ложка. Ничего. Может, я тебя когда-то еще и... Не только в, Случится и на нашей улице, кастрюлю, правильно, как да. говорится, да? Что мы сейчас делаем? Закипячаиваем? Да, я хочу, наверное, еще немножко посолить. Да, сейчас будем добавлять сюда желатин, только я не понимаю сколько, потому что совсем не такой желатин, как когда-то я... Ну как вы не Ребята, понимаете? Я вам вернусь к расскажу. ребусу, смотрите. У вас же- Здесь уже... Ну давай ты, давай, ты же женщина. Ну, у вас, чтобы застыло, вам написали 750 грамм на пакетик. Значит, у вас жидкости должно быть 750 грамм. А теперь я скажу. Здесь жидкости 300 грамм. И Значит, уже, еще должно быть. и уже 2 пакетика. Катя, здесь 4 раза, 4,5 Кило концентрат. 400, значит, должно быть жидкости у вас. Сережа? Вместе с этой водой. Сережа просто прочитал, что и существует сейчас, раньше был один желатин, а сейчас какие-то там у них эти, как оно называется? Я вообще твоих заморских приколов Ну, не вы знаю. если Я знаю, что планируете- если ты варишь что-либо, связанное с рыбой, и если она у тебя липованская, то у тебя без любого желатина на завтра, даже уже сегодня в теплом состоянии, становится холодец. Но, Точно не из этой трески у вас будет холодец. да, поэтому здесь приходится с желатином Но в балансировать. любом случае жидкость должна быть согласно вот той сыпучей смеси. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так у вас и застынет на глаз. Если у нас вот в эти вот формочки, шикарно отмытые моей Катюней, залезет 750, как ты говоришь, кило 400 миллилитров, то я буду Сергей, удивлен. У вас вот в бидончике есть жидкость, вот эта красная, Катя, вон там стоят 2 бидончика, они без жидкости. И А деньги тоже там. в сотейнике. Да. А это в твоем случае, это кастрюля с ручкой, ну. Это сотейник. Хорошо, В нем есть жидкость. да. И желатин вы развели в некоторое Не, ну количество как красиво. жидкости. Давай, математик, я Да что слушаю. мне математик? Вы сейчас будете всю же... Марат, это вся жидкость, которая вам понадобится вот в сотейнике. Сколько? 12 копеек. А что нельзя было в этом развести? В чем? Ну так я всегда разводил, что это прям хрусталиками, знаешь, такое, а потом ложкой Ага. добавлял сюда. Так это надо было чуть-чуть воды налить. Да, я же говорю, на ложку, как его, дрожжей хотел сказать, Мне на одному... ложку желатина стакан воды. Так я всегда делал. А знаешь, что ты так веселишься? Просто у вас сейчас, А я тебе когда щас не объясню. застынет, тогда ты поймешь, что... Там Нас мне- не застынет, там- мы заставим. Там ни одному пофиг, елки-палки. И я вот так вот налегке к этому отношусь, потому что я точно знаю, что у нас все получится. Я уверен. А вы вот эту суету нагоняете, чтобы потом, типа, ах, вот где прокололся. Марат, все будет нормально, не переживай. Я больше переживаю, что нам формочек не хватит. Сейчас столько будет. О, подожди. Так возьмем вот, да, вот что-то Вот такое. сюда, вот этот вот шедевр. Чтоб не лопнуло. Наляем. А чего вдруг? Она же не для горячего. Катя, тут таки написано. Она не для горячего. Я тебе говорю, тут так и написано. Я тебе сейчас принесу Что? для горячего прозрачную красивую. А заливное горячими не заливают? Так Не- все нормально, тут не так много рыбы, что вы переживаете. Это что, еще одна лишняя? А чего она здесь? Непорядок. О, почти на Давида А почему похоже. вы захотели именно в таких, Марат? Застывает, во-первых, быстрее. Ну, Это ж металлическая. Во-вторых, у нее есть двойная подача. Можно подавать прямо вот в них, а можно перевернуть. а можно перевернуть. И это будет очень красиво. Это будет красиво, потому что там будет колечко яйца. А как выковырить? Ты не знаешь как? В теплую воду поставить? Вот так переворачиваешь. Ага. Кипятком вливаешь полотенце и на 10 секунд вот так полотенце наново. Чая горячего Подача глоток. очень такая интересная. Ну, я бы получается. хотела, чтобы мне И перевернули. к ней идет соус. Соус делается из хрена и сливок. А яйца? Яйца мы положим
когда подморозится первый слой, морозный сверху, и когда ты перевернешь, у тебя получится сквозь Яйца на прозрачное... весу. Ой, боже, у вас еще и несколько слоев. Ну вот это Катя, заморочились. А ему раньше девочки Интересно, по-другому не какой давали, девочке понимаешь? вы это готовили, Марат? Вот мне просто интересно, Света удосужилась такого Я блюда? думаю, неоднократно. Света, скажите мне, он врет? Его исполнение было, Светочка. Быть и вру. Неоднократно. Это было громко, Марат. Ничего, я это вырежу, не переживай. Это самое... Распустился. Пахнет? Да блин, ну прямо... Ну январь месяц, что тут скажешь, блин, дурмянейший. Да это не что тебе, дай людям понюхать. Где это Ребят, самое? может сейчас кто-то сидит там, не знаю, там, в Абу-Даби у них вообще такое не растет. А кто-то там вообще на краю Аляски. Так у них такое и не пробивается даже. Ребята, все для вас. Мгм. А также Австралия. Да, все известные. Понюхай. Ой, Я тебе говорил, что... Марат, вы нюхали? Да? Да. Бесподобно. Вам тут, вы говорите, много рыбы, да? Катя, нам этими остатками еще собаку дрессировать. Собаку, я тебе дам мясо подрессировать. Дай мне салфетки, кусочек. А ну-ка, с киностудии, пожалуйста. Маэстро, у нас там уже булькает. Я могу добавить желатин. Да, я думаю, половины хватит. Даже меньше. Дурнейший концентрат получится. Смотри, как работает древнее китайское искусство. Что ты орешь? Сунь, фунь, глаз. Что в переводе? Лей смело на глаз, и Ой, все будет хватит, шикардос. я думаю, да. Я сам знаю. Но чуть-чуть от липована добавлю. Все. У вас готовили такую? Я все детство смотрел. Ты меня перебиваешь. Альманах. А я не мешаю тебе. Кинопутешествие или Да, замок Шаолиня там про китайцев было. Я тогда не понимал, что это именно и есть. Сунь, фунь, глаз. А потом до меня дошло. Вот все время, что я готовлю. Сегодня, Вот спроси кстати, рецепт. китайский Новый год. Я не знаю. Спасибо. А вот на глаз готовлю, слава богу. Вот у них хорошо. 14 дней празднуют. Кто вам мешает? У вас икру для бедных готовили, Марат? Из манки? Ой, это не было у меня дома, нет. А вот где-то я видел, да, готовят. Да, знаете? Да, знаю. Собираются все селедочные головы, хвосты, вся вот эта вот чепуха замораживается. Чего А по- чепуха? Ну, потому что хвост забирается, голова. Так это Селедку не- это не почистил, чепуха. сложил. Ну, не знаю, что это. Копченую не мешает туда одну иметь. Сложил, в морозилочку, потом все это достал. Ты же не один раз селедочку кушаешь. Вот так вот сварил бульончик вот из этого. Воняет в квартире жутко. Вьетнамцы тебя не бросают. Добавил туда томатика, маночку сварил и разливаешь по тарелочкам, как манку такую. Оставляешь застыть. Слушай, надо попросить, хотите, мама вам приготовит на канале? Давай. А потом сверху режется зеленый лук, режется такими кубиками она, это манка, которая застыла, сверху посыпается этим зеленым луком и с подсолнечным сырым маслом. И вот эти кусочки кушаются. Маленькие. Получается такая икра. Я согласен, у нас есть все для этого. Даже вот то, что как ты говоришь, воняет. Еще и копченое. Все найдем, все добавим. Звони, Вот звони сейчас маме. вот этот запах похож просто мне, поэтому я и... Ой, как мне нравится. А кто такое готовил? Мне запах или интересно. цвет? Я помню, это все детство мы ели. Эта такое. штука должна быть кисло-соленой. Да. Да, я понял. Без сахара, без Ну, ничего. заливной же. Все. Тушить? Да. На все время? Да, все. Теперь буквально полминуты можно наливать уже. Возьми маленький. А зачем вам слои, Марат? Давайте все сразу же зальем. Нафиг этот выпендрешь? Тогда яйцо не ляжет правильно. Почему не ляжет? Вот, ну так, вот не ляжет. Как, Чуть-чуть, как вам полчаса. надо, чтобы оно легло? Ты знаешь, что такое спутник? Это яйцо с зубочистками, правильно?
Вот ты вставляешь зубочистками Ёжик. яйцо, да. Потом затягивается желатин. Ты аккуратненько такой фунь, Вы напхайте, фунь, сунь. вы Достаёшь. напхайте много рыбы, и чтобы Да оно не слушай её. уперлось именно на яйцо. и Катенька, будет это вам полчаса времени. Не изменяй себе. Будь тверд в своих... Наливай тогда. настойчив, Сережа, не тверд, а Продолжение. настойчив. Я имел туда наливай. Ну, сюда тоже можно. Ложку возьми вот эту деревянную. Постой, нет. Мне будет удобно. Мюсье, Так вы даже рыбу сейчас не положите? Нет. Это вы сейчас просто на дно нальете, да? Вот Да. я все время хочу. знал, имел, хранил, но не понимал. А вот теперь... А, маленький такой. Да, это не маленький, Марат, это цептр. Ой. Я все время думал, куда же люди его используют. Вот таких размеров поварешка. Ой, ты знаешь, что я забыла тебе сказать? У Майи Ивановны вчера был день рождения. Да вы шо? Да, вы представляете, у нашей Майи Ивановны был вчера день рождения. Пусть из запоздания мы обязаны поздравить ее с днем рождения и пожелать ей здоровья, самое главное. Начинай. Майя Ивановна, любимая вы наша, поздравляю вас с днем рождения. Ну что ты вот... А я присоединяюсь. Мы присоединяемся. Любви, здоровья, счастья и успехов. Фунь, сунь. Что в переводе с китайского, что вы нам были здоровы. Да, чтобы у вас было это долголетие китайское, правильно? Сухожилия китайские. Вот это вот, чтобы спина не Растяжка. болела по-китайски, да. И ты на них посмотришь, они там все мои Ивановны, понял? И всем за 100. Крепкого вам здоровья. А вот эта фраза, которая я забыла, как его там. Адме. Адме высрим. Срим. Да. До 120 вам. Муа! Муа. Кстати, Ну, цептор. ты бачишь? Да Канолевая. вообще. Я же шучу. Раньше говорили, только из такой посуды кушать можно, Марат. Дабы быть здоровым. Сережка, полсантиметра. Мне вот здесь заморозьте, пожалуйста, Хорошо. мою порцию. Сколько? Полсантиметра в каждую эту самую. Да вы шо? Рулетка с собой? Вот. Или технология Даже, фун- даже меньше. Или технология Ты же понимаешь, он потом туда должен запхать рыбу. Не надо ее пхать, он ее положит. Интересное дело. И где вы это замораживать будете? В холодильнике. Оно, вот если мы правильно разбавили, оно за полчаса должно быть не прям застыть, а вот таким. Это если вы правильно разбавили. Да. А мы правильно, Сережа, разбавили. У нас по-другому не бывает. Конечно же. Серега, не лей много. Это немного. Но здесь больше, чем литр 400. Оно испарится. Испарится у него. Вот так вот, да. Я еще хочу торт йогуртовый научиться готовить. Вы умеете? Катя, Нет, подожди. Катя. Чего? А чего подожди? Здесь больше, чем литр 400? Да. Ага. Что? Ага. Все нормально. Ну, конечно, Продолжай. нормально. Нет. Просто у меня... у вас не только яичко, у вас там ничего не ляжет. Ну, давайте, мальчики, Всё у нас давайте. ляжет. И еще как... Хорошо. Он даже- Одна пачка на 700. Давай продолжим. А если ты говоришь, здесь мы отлили, потом Наконец-то. долили. Так Всё. у тебя еще и в мисочке жидкость, не забывай. Все. Все будет хорошо. Теперь это надо на чем-нибудь отнести в холодильник. Место есть, кстати. Ты делай место. В холодильнике? А он несёт. А я курю. Всё А я уехала Куда ты уехала? по делам. Залезет? Главное, чтобы застыло, Сереженька. Оно сейчас вот прям чуть-чуть прихватиться должно. Что ты умукаешь? Оно должно быть вот так вот, томат осесть вниз. Так это правильно? Ну, у нас такой томат шикарный просто. Все нормально. Пусть оседает. Катя, если бы у нас была крашеная вода, то было бы таки, Я да. тебе рекомендую сходить и потом вернуться. Я тебе так рекомендую. Упадут крайние. Чего? Разъедутся и упадут все. Эту я в руках отнесу. Марат, открой мне лучше двери. Нет уж, Марат. Он сам в руках отнесет. Фунь, сунь. Там люди для сина інтересувались, де ти взяв отакий сербський ніж.
Как Марат подарил или как Петя с Израиля? А я откуда знаю, я что, в них разбираюсь? А? Есть и у Сережи, и Да, много людей пишут, там нож такой, Если- сякой. Это говори, хочешь я скажу. Лучше давай я скажу, но потом ты скажешь. Скажи. Все, мы говорим об одном. Посмотри сюда, Катя, вообще, Марат, это дубина. Катюша, Ты про нож хотел говорить. а если останется, может, я тебе намажу? Что только ты хочешь намазать на эти? То я никогда не трогал эту. Я вот эту другую, понял? Ничего хорошего взяли. Да, не, я извиняюсь. Я за него извиняюсь. Их целая куча мест где. Тут не где, а вот как ты к нему будешь относиться. Любой. Ты вроде бы берешь, он не твое. День, два, три, потом понимаешь, что ты без него жить не можешь. Так что вот вам телефон Сережи. Их разновидностей целая куча. Большие, маленькие, длинные, толстые, высокие. Все. Выберешь, какой тебе понравится. А через пару-тройку дней совместной работы станете уже как одно целое. Правильно я говорю? Конечно. Все. Ему надо привыкнуть, и он как продолжение руки получается. Так как все, да, вот тебе тоже у Сереги их вариантов, а он сейчас исполняет. Вообще там есть такие, что даже я опять хочу. Понимаешь? А ты, по-моему, всегда хочешь. Красавцы. И этот вот машина. Есть вот сейчас модные вот такие вот подъем идет. Понял? Да, как, Это для разделки там мяса, тушин тоже работает очень хорошо. Но серб, конечно, серб, красавец. Вообще, сам топорик, ножик рядом не стоял. Хотя есть такие ножи, что я извиняюсь. Я люблю работать с Накири и с вот такими шефами. Это, А я когда попробовал топорик, я уже забыл обо всем другом. да, я в курсе. Я могу уже сбегать в холодильник, посмотреть, остыл или нет. 3 минуты прошло. Ну так а тут же застыло, значит, Марат, там у нас такой застыло. холодильник с технологией... Катя, тут концентрата, там разбавлено. Не лезь рука. Не, она Звезда, лежи теперь. Дай мне полотенечко, пожалуйста. Нет, нет, лежи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну давай, покажи. Залезла пальцем. Оближи Да. мне, Сереженька. Что? Ну почему Слышь, я скажи, могу, ты тут будешь хлопать, а ты не можешь, если ты мне предлагаешь? Это одно и то же. Катя, Да. это не одно и то же. Чего? Абсолютно одно и то же. Не Правда, надо ведь, Марат? этот курс никто не открывает там в Израиле. По вязанию. Нет, Ему надо сходить срочно. по тонкости юмора. Если бы я туда всунул, это бы еще имело смысл. Ну, всунула ты, Ну и что, оближешь ты. так где здесь это смешно? А что должно быть смешно? Ты Там мне в говоришь, наших лежи. передачах должно быть обязательно смешно. Ну понятно. А лизать не обязательно. На, Сереженька. Катя, Анду. Ты что? Ты представляешь? Это она вчера... Хотите что-нибудь выпить? Это она вчера... Я ваш юмор на трезвого не могу воспринимать. Ты что, думаешь, что уже нечего? А что, ты не хочешь коньяк? А еще как хочу. Ну так пей коньяк. Пей все, кроме пива. Смотри, вот эта вот штука, А ну. что мы купили. Ну, конечно, надо Под с нашу- кукурузой. Подошла? Ну, не Ну, очень. Марат, как? Она вошла. Ага. Не, это ерунда. Тоньше надо вам. Ерунда в том, что ее надо притирать. Ой, Серега, тереть будешь долго. Главное, чтобы у него горлышко Чтоб не он не лопнуло. Это наждачечку, берешь себе там нулевочку и вот так вот О, играешься. вот, точно. Очень долго. Елисей кидает. Ну, я думаю, что другим разом я не забуду с собой возьму вот этот вот графинчик на барахолку, и мы пойдем уже возьмем то, что надо. Хорошо. Я пока человеку скину номер телефона Сережи, хорошо? Да, по поводу ножей и топоров, вы сами хотите, я еще раз на привоз пойду и чисто пусть Серега все там покажет топоры. Хотя недели не хватит смотреть. Ну беги, в Куда? холодильник. Да рано еще. Да пусть посмотрит, Марат. Ну пусть смотрит. Да 3 минуты прошло. Ну-ну. Что, чуть-чуть начинает стягиваться. Щитоводы вы мои любимые. Марат, Теперь ляжет яичко как надо. Ляжет. я могу разорвать этот механизм. Зачем? А мы будем прямо здесь собирать? Да? Тебе ж потом обратно в холодильник нести. Давай я сделаю это красиво. И еще раз потом соберу. Последовательность я помню. Так.
А туда кроме маслин и рыбы и яйца еще что-то идет, Марат? Ничего, не морковь. Ну, как бы это можно, но Идет. оно должно быть такое кислое от томатов и солененькое от маслин. Вот такой вкус должен быть. И там очень важно соус. Вот этот именно хреновый со сливками. Господи, со сливками, Марат. Да. А как он сказал почтенно, да. Сливок мало, хрена много. Все нормально. Хорошо. Мне с тобой больше нравится. С ними не поговорить, нифига, все время перебивают. Что-то там говорят непонятное. Что ты ги-ги-ги? Марат, что с яйцами? Полосочками нарезай. Кружочками вы имели в виду? Кружочками, да. А если я с кипками дам? Ну, кружочками красивее будет, когда ты перевернешь. Он хочет, чтобы был и белочек, и желточек, понимаешь? Да. Нет, Сережа, не так. Не. Ну как? Ну он хочет Ну у тебя кружочек. получится лодочка. Нет. Лодочка, как-то она лодочка, она должна быть плоская. Лодочка ляжет вот так вот. Не. Ладно. Это будет Хочет некрасиво, когда кружочек. ты перевернешь. Блин, это должно быть вкусно. Вот вы. Вот так вот? Да. Смочи нож, да. Тебе будет легче нарезать. Толщина имеет значение? Ну, я для красоты имею в виду. абсолютно. вот так вот красиво? Так отлично. Вот так вот красиво, да? Да. Все. А где желток? Сейчас я опять Что смочу. за яйца без желтка у вас? Домашние, Марат. Так вот красиво? Отлично. С желтком, видите? А упругий какой. По-моему, вам не хватит 4 яиц. Выпал. Сколько хватит будет без яиц? Что делать? Какой-то будет без желтка. Вот, ладно, клади, да. Просто? Да. Бедная Света. Когда она такое ела. Чего? Почему? Да, и такое тоже без желточка. Тоже будет нормально. Это он мне на обед Все будет оставил. нормально. А, тебе нельзя желтки? Можно. Да все и можно. Я-то ее вижу, когда ты уходишь. И что? Такое исполняет. Что ты врешь, а? Только не бьет. Кого? Тебя? Побьешь тебя. Ну, Что ну? зачем мы это в холодильник ставили, Марат? Чтобы яйцо плавало. Чтобы перехватилось, но мы же не выдержали столько, сколько надо. А может быть немножко не тот концентрат этого. Да все у нас нормально. Все будет хорошо, я уверен. Это максимум желатин испорченный. Я уеду домой, оно застынет, вы потом все это перевернете и снимете. Я вас отвезу в ресторан. Не плачьте. А мы ничего не будем снимать В ресторане без тебя. заливное. А ты говоришь, не хватит нам яиц. Еще и маме осталось? Что? Зачем я это сказал? Дальше кидай что-нибудь. Рыба. Можно руками, я Конечно, Марат, можно руками. только что помыл. Нужно Ты руками. даже если ты их об собаку повытираешь, Это же всё наша бу- собака. все будет в порядке. Пхайте хорошенько рыбы. Сейчас пойдет сверху маслинка, а потом еще сверху рыба опять. Хорошо. Можно ее, кстати, так притрамбовать. С какого верха? Это у вас низ. Ну да. Он же сказал, может быть 2 подачи. Ну Одна я-то вот так понимаю ту красивую. Сережа, ты можешь присоединиться, что ты стоишь? Не, я тебе вот. там Ему лишний. нравится смотреть. Еще его там рук не было, Марат. Не, я буду наливать, что нам там делать? Ну правильно, конечно. Давайте кусочек яблочка положим. Пожалуйста. Ну, там кислоты хватает, я пробовал. Ну вот так. Тогда банан. Он у нас тоже есть. А еще он у нас соленая и Серега, васи. Что? Вот туда, куда я положил рыбку, сверху, можешь положить уже маслину. Класть. Класть. С удовольствием. Поклади, Серега. Положи. Так вот. Понемножку, да, не надо много. Пинцетиком надо было, Сереженька. Маратик, тут есть где-нигде. А кто чистил рыбу? Я.
Если попадется косточка, я виноват. Нет. Так ты и Всё, вареные тоже порезал? Слышишь, Сережка? Хотела Да. бы я посмотреть на то, как он вот перед встречей с девочками готовит. вот Не, это я после себя блюдо. думаю, это ж как надо хотеть. Вы, ребята, вы не представляете, что я вытворял. Так ты видишь, что? Так вы их удивляли, короче, вот только вот едой, да, Марат? Ну а чем я еще мог Слышишь? поразить? Ну ты, короче, ты никогда не просил, тебе сразу давали, правильно? Ну, почти всегда. Вот, блин, молодец. Давали возможность позвать себя в ресторан, подарить цветы, Ну в ресторане же он не готовил. сказать себе комплимент. Нет, это мадам уже потом была согласна на все. Прям плотненько опять после маслинок накрывают. Слушай, вы говорили, рыбы много. Нам ее и не хватит. Это Слушай. каждый раз, когда он разводился со Светой, он вот придумывал что-нибудь. Нет, нет. Нормальные ребята, когда идут на свидание, Ага. И не берут с собой цветы. цветы, а Марат вот что-то типа такую шнягу, усы поправил и пошел. Я всю ночь готовил. Это дома. Марат, У нас рыбы не хватает. Марат, стоп. Это не пасточки, не надо, родненький. От того, что у нас рыба осталась, я думал, что мы зальем ее маме. Какую маме? Куда? Нету маме. Подожди, Отвезете ей в визит. стой, убери, так никто не делает. Что? Даже во Франции. Он же сказал, Весь что цимес заливного в заливном. Рыбки должно быть Она еле-еле должна по быть губам плотно, помазать. еще и надавить на нее надо. Так это уже не заливное, это форшмак. это по его рецепту. Серега, делай, как я делаю. Сереж, ну не переживай, Но мы, тут вообще нету рыбы. мы с тобой мало. и в оси зальем маме. У нас вон целая Тут, банка. тут не должно быть одно желе. Должно быть чуть-чуть желе, основное рыба. Вот только моя любовь к тебе сдерживает этот, А что ты этот, хотел? Сэкономить еще на эту миску рыбы? этот И порыв. что? Что бы ты сэкономил? Оно должно быть прям сверху. Я Да в придумала. этой братской могиле непонятно, где яичко, ты понимаешь? Все будет Я нормально. думал, что мы делаем красиво, там сверху яичко, потом будет у нас именно заливное видно. Оно должно быть такое кристально чистое, Хочешь, можешь белоснежное. дать, где мало рыбы, еще добавить ей по кусочку яичка. А Не-не-не-не-не. знаете, что я придумала? Я против. Что? Знаете, что я придумала? Что? Я, когда повезу Марата, попрошу на работе, чтобы тебе пожарили карася. Привезу, ты его положишь в ту мисочку и зальешь вот этим бульончиком. И получится заливной жареный карась. Фунь-фунь-сунь на тебя. Фу. Александр Васильевич Микуличин. Ну, пожалуйста. Галушка, на Василий, связи. Да, Василий? ёшкин ты кот. Привет, ты в прямом эфире прям. Да. Как включить это? Телевизор? Заходите на YouTube, пишите «Одесский липован», и все, я там буду. Я смотрю сейчас. Василий, здрасте. Нажмите на что-нибудь на иконку. У тебя нажато? Это у тебя не нажато. Вы куратку покупаете. Так мы не купили. А, да, по понедельникам она закрыта. А что у вас есть? А я б на твоем месте ради Катечки Ага. по телефон хозяйки этого прилавка позвонил бы, положил бы деньги и взял бы буратку. Ой, Василий, она не настолько голодная была, чтобы я такое исполнял. А ты вот послушай человека с опытом, что тебе говорит. Понимаешь, как надо ухаживать, Сереженька? Катя, чтобы звонить, надо иметь деньги. Любовь к человеку, Ага. это навсегда, знаешь. Согласен. Извини, что я тебя так это... Не, а кто как не вы? Да. Вы же там самый известный в Карпатах. Так что, Молодец. Зато знаешь, сколько ты плюсов заработал? Ой, Василич, дай бог с этими справиться. Да, Катюша? Василий, так что ты хотел включить? Телевизор. А, Маратик, я вас услышал, у меня все с мозгов повылезло. Я не на эфире. Серега, да. хотя ему это какой день сегодня? Вторник. Среда. А, точно. Нет, по счету, это уже... А я не знаю, у вас когда закончится, то мы еще кого-то к вам пошлем. Они в субботу приехали, да? Ага. Пятница, по-моему. В пятницу. Слушай, ну я тебе говорю,
такой продукт можно кушать как борщ, короче. Вот, и, да, я же сказал, он вкуснее на третий, на четвертый день, но я не пробовал никогда. Он не достаивает до такого времени. Это он все карася кушает? Помню, Да. что я тебе звоню. Смотри, мне селяне прислали, ну, такую сковородку. Помнишь, в детстве песочные сердечки такие были? Ну-ну. Да. Я выливаю, Марат? Они такими, как решеточки, сердечки такие песочные были. Ну. На тесто, чтобы кто-то скинул. Ой, блин, я не знаю. У меня мама, конечно... Не знаю, Васильевич, надо спросить у какой-то Ну так вот, бабушки, мамы. попросите, вам напишут. Что надо? Вот сейчас мы у людей спросим, и тебе напишут рецепт. Я понял, эти железные формочки, звездочки, сердечки, Да, всякие. только у меня электрическая, да. Песочное печенье ему Да, нужно. песочное печенье. Люди добрые, напишите, пожалуйста, Васильевичу в Инстаграм. Рецепт песочного Вот. теста. Готель Галушка, вот прямо туда и пишите. Не только туда, сюда тоже пусть напишут. Маратик, У нас и туда, и сюда можно, да. Ой, родной, пока непонятно, но приедем точно. я смотрю, уже там и Таня приехала, и все поприезжали. Так у вас снег закончился, Василич. Так нам что, снег надо? В субботу объявили снег. Все, вот как пришлете подтверждение, манатки в руки и приехали. Все, я вам высылаю снег. Только не прошлогодний, Васильевич, я тебя знаю. Все, я вас люблю. Обнял, родной, Василий, обнял. А мы тебя обнимаем. Крепко-крепко. Всего доброго. Пока. А вот до чего технологии дошли. Слышите, Марат? Что? Сережа, у меня же там кальмары есть. Можем кальмары залить в той штуке. Катя, не погань ты и, Чего? и без того напрессованное получилось такое. блюдо. Марат, можно было бы Я бы сюда? добавил в кальмары только чесночка. Получится очень интересно. Обязательно. Ну вот и все. Вот мы и справились. Только что с этим бульоном делать? Прямо такое? А что, у вас нету рыбы какой-то? Нет, Марат. Мы только свежак. Ну все, значит, едем за карасем. Я же вам сказала. Так. А как ты понесешь? А я его даже уносить не буду. Почему? Пусть здесь застывает. Да? Конечно. Ну, тепло сегодня. Хотя под вечер станет, конечно, прохладней. Так, смотри, формочки прохладные, холодные. Все. Так что Липнет. еле отлипнет. Кстати, Смотри. это тоже Что? методика проверять, застынет или не застынет. Пальцами. А еще делают, глаза мажут себе. Лучше Труд. губами. Не знаю. И потом ходишь, не понимаешь. Чего ты мне дерзишь? И все. Сколько времени, по твоему времени, должно пройти? Времени, чтобы это уже время В было. уже- холодильнике часа 2-2,5. Сколько? Поставь эти сюда рядышком. Ну, Пожалуйста. А в морозильнике? не, в морозилку нельзя. Марат, а вы хотели зеленый лучок еще положить туда? Это уже при подаче. Смотри, что я делаю. Эти пусть будут здесь, а одну я чисто унесу в холодильник. Так И поставь вот здесь если морозильник. вдруг вы... Сказал, что нельзя. Конечно же нельзя, я без него знаю. Если вдруг, пока вы соберетесь и не уедете, оно застынет, так мы еще на людях попробуем. Да. А если нет, то, ребята, от всей души с настроением. Ну, может, ты хоть Это повернешь? по-любому таки будет Про вкусно. соус надо сказать. А я еще не ухожу, я только в холодильник. А вы говорите. А, так вы его сделаете уже? Ну, конечно, сделаем. Вернулся. Отмылись, перемылись, давай. Что, кто? Ну ты же шел, а вернулся. Я уже не помню, что я уходил. Пошел, штучку занес в морозильный холодильник. Марат. Я не про тебя. Ну, мы все ждем рецепт соуса. Да, соус самый простейший. На. Ох, какая ложечка красивая. Берем. Да вы что? Марат, ну, если он даже простой, ну, сделай из него красиво, растяни его на 15 минут и сделай так, как... Вот чтоб даже французы завидовали. Я не знаю, как это. Вот это не выливай. Ой. И чуть больше. Вот это весь соус, ребят. Чем гуще сливки, тем вкуснее будет. Как у нас получились хреновые сливки. Да, Ребята, было взболтать. берите на базаре у бабушек домашние. да. И не надо хреновые. И будет вам счастье. И все, вот это вот, когда выложишь на тарелочку, вот это когда застынет, вот так перевернешь на тарелочку, вот польешь вот так по тарелочке вокруг соусом этим.
Ты думаешь, если мы меленько накрошим И сюда, меленько, вот так да, вот да, лучка, и он там не лучок помешает? прямо сверху. Я думаю, он там не помешает. Хочешь здесь? Это, Сделай здесь. это бесподобие какое-то. И я бы просто нарезал. Но мелко-мелко. Я для тебя не весь. Петрушечка тоже пойдет. Шикарно. Сколько мне надо? Одно перышко. Правильно. Так. Джбунь. Хватит, Марат, или еще? Ну уже дорезай. Добрый вечер. Катя, он сзади, чтобы не слышать. А мне кажется, там вот сливки лишние. Катенька, не тебе делать Марату замечания. Не, я не делаю замечания, я рассуждаю. Слышишь, Вот там возьми ни одно себе поколение отдельно. женского... О, И точно. положишь. Да, я бы отдельно хрен. Я хотел тебе сделать комплимент. Кому он и нафиг надо? Лишний раз я убеждаюсь, поэтому делаю их, не обращая на это внимания. Ты не умеешь. Я хотел сказать, Хочешь что... пять спробовать Какое со поколение... сливками, Катенька? Не хочу. И с лучком. Лизни. Почему? Вот так он всем говорит. Сначала так вот раз вывалил туда вот кекс непонятно какой, потом говорит, лизни. Ты кайфанешь, Как да. это красиво. Даже можно еще сливочек Да добавить. ты что? Не, ну красиво. Я, конечно, не Ванга, но я таки скажу. Скажи. Я говорю, ни одно поколение женских особей, Особи это как-то грубо. женщин женского А для вида, него нормально, Марат. людей женского вида, да, Я тут, если что. растаяла перед Даже в Маратом, глаза не а ты ему смотришь. делаешь замечания по поводу, что-то там лишнее. Ну, я высказываю свою точку зрения. Ты бы пошла с ним в кино из-за этого? Я и с тобой не сразу пошла в кино. Ну, что-то в этом есть. Но Застыла. карась твой меня покорил, Сережа. А, да, я ее карасем отжарил и до сих пор это таки работает, понял? Представляете, Марат? Представляю, Катенька. Казалось бы. Она сама в шоке. Она сама до сих пор не может поверить, как такое произошло. Какой у тебя легендарный В карасик. каком именно моменте она позволила себя, мне, ее карбовать, понял? А потом вот так вот, раз, что ж, мука с нее разлетелась, ну, перхоть, по нашему возрасту уже все-таки, да, и туда и сюда. Ты же нормальный человек, а? Вообще. А? Что там дети хасают по кухне? Да вы что, пойду с ними. А что, Мелания проснулась? Нет? Судя по всему, да, если Нет, хасают. нет, пока только двое бегают. Я пойду проверю. Тебе когда ехать надо? Уже. Давай подождем, пока застынет. Ты сказала? Дети спит? Слава Богу. Ну, только осталось подождать. Да, кексики с рыбой готовим. Все отлично? Подождите, 2, 4, 6, 8, 10, 11. А, одна там. А вы вообще хотели 6 штук купить, помните? Помни. Ну, так на сколько же вы? На пол тушечки? Там мы бы уже были бы давно по домам. Слушай, они довольно получили. Ну, я думал, что у них меньше помещается. Не, Марат, они сытные. Тут Ты шо? прям я делал по 3 штучки на порцию. Но отмылись красиво, На да? 3 штучки чего? Таких розеточки. Может, они чуть А, 3 штучки на порцию? Не, я думаю, они все раньше одинаковые были. Конечно. Все по шаблону 12 копеек и... Гай-гуй, не По хочу. ГОСТу. Да. Ну, я поехала. Да. А вы будете людям говорить? До новых встреч. Ну, он скажет, когда выложит уже, когда они застынут. Ты сейчас пока пойдешь, себе там что-то с собой поделаешь, все равно какие-то минут 15-20 займет. Может, за это время и застынет. Поняла? Да не, Сережа, ну Да застынет, я тебе говорю. холодцу Да что надо- ты как это? А в морозилку нельзя поставить? Да нет. ну, неправильно это будет. Да... Катюша. Катя, Ануша. Или Катюша, Ануша, я уже и воду забыл. заморозить можно. Иди переодевайся. Иду, Сереж. Все, выходи уже с ключами, я там скажу пока-пока. А если свезет, так мы еще и попробуем.
Марат, давай. Апартаменты. О, ты специально не допил, потому что тебе надо? Стол забронирован. Здесь сегодня будет происходить банкет. Марат, 2 ложечки Я есть? не верю, что она застыла. Застыла, я тебе говорю. Дубина такая, что мама дорогая, посмотри. Смотри. Оп, видел? Ничего не видел. А оно там есть. Что ты любишь? Сделать теплым полотенцем, как ты любишь? А ну-ка. Порядок. Горяченьким. О, горячая. Я же хочу, чтобы это было еще видно, как у той пасочкой. И что? Не, переверни сюда и прям перевернутое накрой. На тарелке? Да. Да я думал, я так подержу, но как? Дам сейчас 2 раза. Давай так. 1 раз по разу. И что? Хватит, думаешь? Не, еще чуть-чуть. Оно же Смотри. даже не прогрелось. Красотуля-то моя уже ждет. Так, хорошо. Шо, у тебя это есть, у меня там пиво осталось. Сейчас как? Попробуем? Марат, мы его так заморозили? Мне ехать надо. Надо было формочку послюнявить. Да нет, ну это же не так быстро происходит, Можно было конечно. смазать, кстати, оливковым маслом. Так многие делают. Да, ты что? Смотри, помадой сидит рисует Я бы вообще... по стеклу. Нормально? Да вы что? Так, ты сало взял, ты маме тоже не забудь, я приготовил. Если сейчас не выколупывается, ешьте оттуда. Смотри, уже выпало. Чтоб посуду не разбить. О! Почти. Подожди. И яичко. О. Картина маслом! Катя, постой, это еще не то, что ты думаешь себе. По бокам, Ты не хоть бы сверху. не позорился уже. Катя, это высокая. Это Молекулярная кухня. вот это вот, когда оно застынет через 2-3 часа, оно будет правильное. Я просто хотел, чуть-чуть людям Ну вот это вы немножечко... взяли и испортили все о себе впечатление. Катя, мы не преследовали эту цель. Как не преследовали? Вообще. Нам главное, чтобы люди, когда смотрят наши видео, иногда улыбались. Хотя бы на вкус попробовать, как оно. Да. А особо молодцы. И тебя мы сейчас покормим. А особо молодцы. Еще и повторили этот рецепт. Вкусно? Это вкусно. Я Ну, в дай этом не мне сомневался. Вот это быстренько. Ну, вкусно. Будьте здоровы. Это как холодец, только заливное. Обязательно, когда сделаешь вот это, когда застынет, не спеша, 3-4 часа пусть застывает. Покажи людям нормально. То есть вы хотите сказать, что мы еще не говорим всем до скорых встреч? Говорим. Короче, друзья, от всей души и с хорошим настроением у вас... А как получилось, смотрите в Инстаграм. Вот и все. Она всю помаду перевела. Да, она порисовала. Боже мой. И говорит, что она готова уже тебя встречать дома. Короче, от всей души и с хорошим настроением для вас по-любому вкусно поесть. Через 3 часа детский телефон. Я тебе скину фотографии, не переживай. Да, мы с Ну, а ты Катей если не уезжаем. забудешь, да, выложишь у себя на странице. Инстаграм. Всем пока-пока. Чао. Чао. Не, вкусная, бесподобная вещь. Слушай, возьми маме, пусть оно по дороге застынет. Правильно? Да. Катя, не переживай. Вам ехать надо, Марат. Катенька, едем. А тебе мы привезем в другое место. Или как там? Другим разом. Вы спокойны, да?